Я уже это понял. Командир роты спецназа ДНР, позывной «Альхон», несет в руке огромный чемодан. В чемодане в противоударной капсуле упакован беспилотник. Смотришь, что чемодан не видишь. Этот беспилотник Альхону прислали гуманитарной почтой друзья-антифашисты. И чтобы данные аппарата не попали в кадр, Альхон беспокоится, соблюдает секретность. Вооруженные силы Украины свою технику не отвели. Это здесь, буквально вот в километре отсюда, в том числе и тяжелую. Гораздо меньше, чем вы можете предполагать. Со скоростью 80 км в час разведывательный коптер сканирует укрепления противника. В ноутбуке Альхона вся карта местности как на ладони. Украинские танки, гаубицы, пушки. Детали хоть и мелкие, но технику видно хорошо. Дорога, вот сейчас смотри, Айнс. Как ты такое видел? Ну потому что опыт не пропьешь. Вся обнаруженная техника наносится на специальную карту. Создается документальная серия видеодоказательств для ОБСЕ. Машин так и так. 4 машины. Столба вправо максимум метров 50-70, чтобы по кресту не попали. По всей линии фронта разведкой армии ДНР замечено скопление тяжелого вооружения. И доказательства его применения фиксируются каждый день. Это вагоноремонтное депо под Донецком. Украинские танки стреляют здесь каждый день. Совсем свежее, да, попадание? Это попало 2 дня назад. 2 пристрелочных, 3-й пошел прямо в лестницу, которая шла на крышу. Там наверху находились парни, 2 человека. Одному не повезло, осколок попал в бок, молодому парню. Боец с позывным «Москва» провел на войне всего 3 дня. Хоронили его на родине под Донецком с воинскими почестями. Ему было всего 20 лет. Ориентировочно сейчас сколько там танков, и впрямую вы наблюдали эти танки или нет? Да, конечно, наши ребята их видят, соседние посты мы наблюдали, также средства радиолокационной разведки докладывают. Там находится около 6-8 танков, это только танков, не считая БТРы, БМП и прочее. Какого здесь расстояния до них? А отсюда, ближайшая точка, это где-то 1200 метров. Мы отправляемся еще глубже к линии фронта. Населенный пункт «Спартак». Здесь идут непрекращающиеся бои. Здесь за последнее время происходит самый интенсивный обстрел. В основном, я так понимаю, в том числе и танками, и тяжелой артиллерией. Да, ну вот, видите, вон минометы. Каждый день украинские военные обрушивают на поселок, который прилегает прямо к взлетной полосе Донецкого аэропорта, всю мощь своей артиллерии. Ровно 270 метров можете подойти, снять, показать всему народу. Оттуда ведутся постоянный огонь по всем позициям практически. Ни дня не было перемирия. Вот и сегодня украинские силовики показали, что перемирия и прекращения войны они не хотят. На вот тот бугор буквально вот 40-50 метров от нас они выходят. Да. И выходят, они пытаются пройти сюда каждый день. Уже через несколько минут нашего пребывания на позициях батальона «Восток» армии ДНР прозвучали первые провокации. Противник начал обстрел из гранатомета. Но вот только что вооруженные силы Украины открыли ничем не оправданный огонь. Да, облаживают нас АГСами, вот, и подстволами, плюс работает утес и ПК. Бойцы армии ДНР вынуждены отвечать обстрелом на обстрел. Противник приблизился на расстояние 70 метров. Трудно себе представить ситуацию красноречивее, чем это. Здесь, на «Спартаке», Минские соглашения украинской стороной не соблюдаются. Этот бой продлился с 16 до 20 часов, после чего наступила долгожданная пауза. Нас, журналистов, попросили покинуть опасное место, пока появилась такая возможность. Все, пошли. По последней информации, бой на «Спартаке» под Донецком продолжается.